Привет! Microsoft Office. Казалось бы, это мощный пакет офисных программ, который содержит редактор базы данных и программы для создания презентаций, многофункциональный текстовый процессор и редактор таблиц, приложение для записи различных заметок и приложение для работы с диаграммами. Программы действительно очень серьезны и рассчитаны на офисный планктон. Но за этой серьезностью могут скрываться различные забавные вещи, шутки и даже целые игры, которые в разные годы оставляли разработчики этого самого офисного пакета. Да, сегодня мы вместе с Владимиром с канала Веселкрафт поговорим и посмотрим на пасхалки и даже странности в приложениях Microsoft Office разных лет. Что ж, давайте начнем. Для начала мы пройдемся по Microsoft Word 2.0. В этой программе спрятана одна маленькая забавная сценка. Заходите в Word, открываете список Tools и выбираете макро. В поле Macro Name пишите spiff и нажимаете кнопку Edit. Стирайте весь текст оттуда. Потом открывайте файл и нажимаете Close. Сохраняйте изменения. И после всего этого вы открываете окно About, нажимаете на логотип Word и начинается та самая сценка. Начинают бежать человечки, от испуга бегут в край окна. Позже вылезает зеленый монстрик, держащий табличку с надписью VP. Инициалы VP были выбраны неспроста. Это название конкурирующего в то время текстового редактора WordPerfect. Через некоторое время логотип Word давит этому монстрика, человечки начинают радоваться, и на фоне звезд начинают показываться имена и фамилии тех, кто работал над данной программой. В Microsoft Word 95, 97 и 2000 можно вызвать плашку, которая показывается при запуске приложения. Для этого зайдите в меню «Справка» и нажмите о программе. Затем, зажимая клавиши Ctrl, Alt и Shift, нажмите по разделительной полосе. И, пожалуйста, появляется плашка. Однако, в Office 95 ее можно скрыть нажатием кнопки мыши, а вот в Office 97 и 2000 приложение попросту начинает зависать. А эта пасхалка скорее от российских переводчиков. Если перейти по этому пути, найти файл cdr.imp32, открыть его в любом текстовом редакторе и начиная со строки 1293, вы найдете забавное двухстишье. Леха, Леха, ты могуч, может даже злый. Гонки в Excel. Открывайте Microsoft Excel, сохраняйте пустую таблицу как веб-страницу. В окне сохранения поставьте пункт сохранения только одного листа и галочку включения интерактивности. После сохранения открывайте эту страницу в браузере. Переместитесь на 2000-ю строку и дойдите до столбца WC. После всего этого зажимайте Ctrl-Alt-Shift и, не отжимая клавиши на клавиатуре, кликайте на логотип в верхнем левом углу. И перед вами появляется гоночная игра в стиле аркада. Идем дальше. Если также в Microsoft Word набрать команду, которую вы видите на экране, и нажать Enter, то Word тебе настрочит фразу «Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю» на 258 страниц. Дело в том, что даже сама Microsoft не может объяснить, почему так происходит и почему программа реагирует на данную команду. Такое есть до сих пор в современном Word. Но там уже не фраза из примера работы шрифта, а выдержки, справки и советов по Microsoft Office. И опять Microsoft Word. Если набрать предложение «правоспособность, способность лица иметь гражданские права и нести обязанности», то приложение мгновенно завершает свою работу без объяснения причин. То ли это пасхалка, которая заставляет задуматься о правде нашей тяжелой жизни, то ли это банальная ошибка скрипта проверки орфографии, но все же это забавно. А если набрать фразу «хочу избежать службы в армии» и нажать правой кнопкой мыши по зеленому подчеркиванию, то вы увидите комментарий, с которым вы можете быть не согласны. Следующая пасхалка хранится в Microsoft Excel 97.
Откройте его и создайте новую таблицу. Нажмите F5 и введите x97 L97 и нажмите Enter. После того, как вы переместились на данные строки, нажмите клавишу Tab. Удержите клавиши Ctrl и Shift и нажмите на иконку мастера создания графиков. Но вместо него откроется измерение, где перемещаться по нему необходимо с помощью мыши. А тем временем, команда разработчиков Microsoft Word 97 не хотела отставать за разработчиками Excel и сделала также свою пасхалку. Полноценную игру Pinball в Word. Для того, чтобы его открыть, создайте в Word новый документ. Напишите в документе слово Blue, покрасив его в синий цвет и сделав жирный шрифт. После слова Blue поставьте пробел. Открывайте окно в программе, зажимайте левый Ctrl-Shift и нажимайте на логотип Word. Вот вам Pinball. А помните такой сувенир, как магический шар восьмерка? А помните Симпсоны? Там была сценка, где Милхаус с Бартом задают вопросы и трясут этот же самый шар, чтобы получить какой-либо ответ. Так вот, такое есть и в Microsoft Access. Для начала создайте новую базу данных и создайте там новый макрос. Не вводя никаких команд, сохраните макрос с именем Magic Egg Ball. Закройте макрос. Теперь перетащите только что созданный макрос на панель инструментов. И макрос создаст иконку, которая будет выглядеть как волшебный шар восьмерка. Задавайте себе вопрос, нажимайте на эту иконку, и скрипыш вам сообщит ответ. Следующая пасхалка связана с Microsoft Excel 95, и называется она «Зал измученных душ». Для открытия данной пасхалки открывайте Excel с пустой таблицей. Спуститесь на 95-ю строку и выделите ее. Нажмите клавишу Tab. Идите в пункт «Справка» и нажмите о программе. Удерживая нажатое сочетание клавиш Ctrl-Alt и Shift, нажмите на кнопку технической поддержки. Вместо окна справки появляется окно с заголовком «Зал измученных душ». В конце этого зала будут находиться имена и фамилии программистов, работавших над продуктом. Если сделать поворот и ввести слово Excel KFA, то вы можете проходить по стенам и смотреть на интересные картины. Кстати, движок для этой пасхалки, скорее всего, был взят из игры Doom, на что намекает дизайн комнат и ранее упомянутый чит-код, являющийся отсылкой к чит-коду ID KFA, который в оригинальной игре выдавал полное здоровье и броню, все патроны, пушки и ключи к дверям. Ну и последняя, уже маленькая пасхалка, находится в программе для создания презентаций PowerPoint. Откройте в PowerPoint следующую презентацию по пути. После открытия презентации заходите в Tools, Macro и выбирайте команду Macros. В появившемся окне со списком всех макросов презентации выберите макрос Astro Egg. После запуска помощник Скрипыш сообщит, что PowerPoint — это еще один продукт, представленный вам Имраном Куреши. Скорее всего, вы меня спросите, но почему здесь рассматривались несовременные версии Microsoft Office по типу Office 2013, 2016 и выше? Ну, я вам скажу, что Microsoft в 2002 году заявила о том, что она больше не будет добавлять пасхалки в офисные продукты. И с одной стороны, программы стали серьезнее, но с другой, больше нет таких забавных пасхалок, при нахождении которых было бы очень забавно. Поэтому, вот как-то так. Всем спасибо за просмотр. Если тебе понравилось и тебе было интересно, то ставь лайк и подписывайся на канал. До новых встреч!